Минимум 207 человек задержаны после возвращения в Беларусь в прошлом году. Чаще всего это происходит на границе с Литвой, пишет правозащитный центр «Весна». Среди задержанных были и граждане Украины, Литвы, России. Почти все они были приговорены к суткам и штрафам за репост новостей независимых СМИ и за якобы мелкое хулиганство или же пикетирование с национальной символикой. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Российская армия ударила по отелю в центре Харькова. Пострадали более 10 человек. Цю годину, коли був обстріл, у готелі перебувало 30 осіб. Уже более 20 регионов без отопления в России. Минувшей ночью замерзала часть Новосибирска из-за крупного прорыва трубы. Причины аварии, виновные руководители и специалисты будут обязательно определены в результате тщательного расследования. $750 за 5 дней в самой закрытой диктатуре мира. В РФ предлагают туры в КНДР. Среди преимуществ – пустые лыжные трассы. Приветствую вас, дорогие подписчики! Снова выпрашиваю лайки и комментарии под нашими видео. Сделайте это сейчас или чуть позже. Главное об этом не забыть. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны. И это очень помогает продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям. Количество пострадавших от российского удара по Харькову выросло до 13 человек. Минувшей ночью армия РФ ударила по центру города ракетами С-300. Правоохранители считают, что летели снаряды из Белгородской области. Под основной удар попала гостиница. Очевидно, Минобороны РФ померещились по старой доброй традиции наемники НАТО. На самом деле, в основном там жили журналисты. Среди пострадавших гражданка Турции и гражданин Грузии. Оба представители турецкого агентства «Анадолу». В момент вибуху я не чув, що була повітряна тривога і знаходився в ванній кімнаті. І це мене врятувало. Я впав, вдарився головою, потім ліг на підлогу. Під час повторного вибуху вилетіли двері. Добре, що я лежав на підлозі. Якщо тут були працівники теж якихось гуманітарних організацій, звичайні люди. На момент записи выпуска известно, что 10 человек находятся в больнице, двое в тяжелом состоянии. Помимо отеля повреждены несколько домов, автосалоны и предприятия. Обстрелом также повреждены трансформаторная подстанция и линия электропередачи. Без света остались 45 домов. На цю годину, коли був обстріл, у готелі перебувало 30 осіб. Це 7 осіб, це персонал готелю, і 23 особи – це, знаєте, гості міста Харкова. Ніяких військових найманців, військових взагалі тут не було. Це цивільний об'єкт, цивільна інфраструктура міста. І завжди ми тут, знаєте, розселяли наших друзів, наших гостей, які перебували і перебувають у місті Харкові. Что врут о ударе по Харькову в Минобороны РФ, пока что неизвестно. Утром там отчитались о сбитых беспилотниках над Ростовской, Тульской и Калужской областями. В Воронежской области дрон пробил кровлю нежилого здания. В Калуге взорвался над техническим сооружением насосной станции на окраине города. Здание повреждено. У местных губернаторов все хорошо и на контроле. Сегодня ночью украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области. Никто не пострадал, возгорания нет. На месте работают все оперативные службы. Ситуацию держу на личном контроле. Белый дом поддерживает идею изъять замороженные российские активы в пользу Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Таким образом, Джо Байден ищет способы оказать помощь Украине, пока республиканцы в Конгрессе США отказываются одобрить новый пакет помощи. По оценкам Всемирного банка, на восстановление Украины после войны может понадобиться не менее $400 миллиардов. Всего за рубежом на счетах Центробанка оказались заморожены 300 миллиардов, большая часть из них в Европе. Тем временем страны НАТО пообещали Киеву миллиарды евро уже в этом году и подтвердили продолжение поддержки Украины. Никакой усталости от войны нет. От некоторых союзников прозвучали анонсы о новых пакетах военной помощи и о увеличении взносов в комплексный пакет помощи НАТО. Это инструмент, который за 2 года войны позволяет нам удовлетворять первоначальные нужды.
покупать антидроны, горюче-смазочные материалы, медикаменты. В перспективе это будет инструмент, в рамках которого будут идти проекты по гуманитарному разминированию, восстановлению инфраструктуры военных объектов на территории Украины. Один из таких проектов – это построение совместно с НАТО интегрированной системы ПВО в Украине. Евросоюз поставит Киеву 1 миллион снарядов этой весной и выполнит данное обещание, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Это, по его словам, абсолютно реалистично. Сделать это планируют путем сокращения экспорта вооружений в третьи страны. Также Бретон призывает национальное правительство надавить на оборонные компании с целью увеличения объемов производства. Абсолютно возможно достичь цели в 1 миллион снарядов к марту или апрелю. ЕС может сравняться с Россией по производству оружия от 18 месяцев до 2 лет. Для нас чрезвычайно важно иметь такой же потенциал. Я не рад, когда вижу, что некоторые министры обороны говорят, что мы не сможем выполнить поставленные задачи. Это не та информация, которую вы предпочитаете услышать, когда на нашем континенте идет война. Коммунальный коллапс продолжает преследовать жителей России. В Новосибирске массовое отключение тепла после прорыва 50-летней трубы. Авария произошла вечером 10 января на магистральной теплосети. Без тепла и горячей воды остались около 250 жилых домов, 13 больниц, 20 школ и детских садов. Впрочем, в чатах жители сообщают, что домов может быть больше. После аварии было возбуждено уголовное дело. В сибирской генерирующей компании предупреждали о сложной ситуации с трубами еще 2 года назад. Магистральную трубу проложили в 1974 году, и ей срочно нужна модернизация. Причина аварии, виновные руководители и специалисты будут обязательно определены в результате тщательного расследования. Но сейчас главная задача – быстро завершить устранение ее последствий. В Новосибирске ближайшей ночью температура воздуха опустится до минус 22 градусов. На месте с раннего утра работают ремонтно-восстановительные бригады, специализированная техника. Сил и средств для устранения аварии достаточно. Еще 2 крупные аварии произошли в Саратове и Волгограде. В Саратове более 650 домов остались без отопления из-за некачественного ремонта на ТЭЦ. Авария произошла и в Волгограде. Без тепла десятки тысяч человек, сообщает местное издание В1. К утру трубу вроде как подлатали, однако часть домов и школ все еще остаются без тепла и горячей воды. Таким образом, уже более 20 регионов столкнулись с коммунальными проблемами в морозы. Проблемы в ЖКХ прокомментировал наконец и Путин, который собирался заморозить Европу и Украину. По его словам, денег на коммуналку он дает достаточно. Упреки в адрес Минфина несправедливы, потому что Минфин все эти долгосрочные и достаточно объемные средства на финансирование системы ЖКХ поддержал. И здесь у нас никаких противоречий внутри правительства не существует. Власти Приморского края анонсировали туристические поездки жителей в гостеприимную Северную Корею. За 5 дней и $750 можно посетить Пхеньян и горнолыжный курорт Масикрён. Одна из самых загадочных и интересных стран. Так называют Северную Корею в телеграм-канале правительства Приморья. Российские блогеры уже проводят промо-туры в самую закрытую диктатуру мира. Вот, например, родственница одного из сотрудников посольства РФ в КНДР рассказывает, какая там прекрасная жизнь. В гостинице, кроме корейского, вещает и российская пропаганда, а улицы самого курорта, да и лыжная трасса подозрительно пусты.
ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!